Всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о Telegram-боте Zoo, который у нас уже 8 дней торгуется на бирже, вышел на листик, раздал нам печальный airdrop. И много видео есть на YouTube конспирологических теорий о том, что там разработчики от X-Empire, там маркетмейкеры, которые работали с X-Empire, и они знают, как нужно правильно пампить токен, как нужно зарабатывать деньги и тому подобное. Но лично мое сугубо субъективное мнение, что пампа больше не будет никакого. Единственный вот этот вот рост, который нам здесь показали, где-то вот в этом пределе вышли разработчики. Ну, то есть, во-первых, они заработали на донатах, на наших с вами донатах. И судя по капитализации, с которой вышел Zoo, да, там в несколько миллионов всего, то есть они выделили на это всего лишь часть денег, оставив себе большую часть от задоначенных денег, сделав маленькую капитализацию. И плюс, имея часть своих токенов, сколько они там, 67 отдавали процентов нам, да, 40, ну, 33, получается, забирали себе, вот где-то в этом пампе они вышли, потому что, ну, объемы вот здесь покупок, продаж, да, торгов вот на этой маленькой вроде бы свечечке здесь составляет 150 миллиардов токенов. А 150 миллиардов это почти 60% всей эмиссии токена. То есть было здесь проторговано. Ну, понятное дело, что покупки, продажи, да. Вот на этой свечке здесь у нас пытались разгонять, вот маркетмейкеры как раз вот эти вот свечки, здесь они разгружались, да, здесь снова, получается, подразгружались, здесь они пампили цену, народ пытался покупать, чтобы там, ну, возможно, это памп от X-Empire, да, и вот в этих пределах они разгружались, ну и, возможно, здесь где-то, потому что посмотрите объемы, да, которые на этих свечках всех, это по 100 миллиардов токенов, да, по 50 миллиардов токенов, ну то есть очень крупные суммы. И что у нас вообще, если мы перейдем по контракту, да, самого токена Zoo на тонсканеры, на тонсканере посмотрим, то холдеров у нас в данный момент изначально самый большой холдер, по сути, самый большой кошелек, который холдил токены Zoo, это был у нас кошелек биржи BitGet. То есть на BitGet находилась большая часть всех токенов. На остальных биржах, то есть, ну, по сути, все почти было заведено в бирже. Ничего не оставалось нигде, ни на каких кошельках, только там какие-то мелочи абсолютные. И сейчас вот по тонсканеру холдеров монет в данный момент вот такое количество. То есть 37% сейчас токенов находится опять же на бирже BitGet. Это вот люди, которые, наверное, скорее всего ждут этого пампа. Либо кто-то закупился, да, что ждет, цена подрастет, продать, трейдеры и тому подобное. И вот вплоть до Мекса, вот они. Все эти холдеры — это биржи. И если мы спустимся вниз, больше крупных холдеров токена нету нигде. То есть нет, вот 0,00% пошли там по 50, по 40 миллионов. И это все, грубо говоря, пользователи, комьюнити. Не видать удачи нам в этом токене. Поэтому холдеров крупных нету. Получается, все токены, если и есть у разработчиков какие-то токены, да, то они все лежат сейчас на биржах и уже потихонечку, наверное, скорее всего сливаются. И вот, я же говорю, здесь где-то вот они разгружались. И не будет, мне кажется, никакого пампа, как в X-Empire. Мы сейчас не дадим там 17 иксов, потому что уже нечем разгонять эту, вот, грубо говоря, капитализацию, нечем разгонять эту волатильность. Нет у них столько токенов, холдеров уже сильно много по народу раскиданы. И тем более, если мы вот посмотрим на стакан тот же, да, если бы маркетмейкеры сейчас на той же бирже Get.io занимались бы откупкой токенов, да, чтобы потом запампить их, то у нас здесь, посмотрите, по ордерам по стакану миллионы. Единственный вот ордер, получается, на 0 монеточек, средняя цена 0,0005 нулей 4. 5 нулей 4. И сумма ЗУ здесь вот 3 миллиарда. Вот, единственное есть, получается, на покупку. Кто-то готов купить по 5 нулей 4. И, возможно, может быть, это маркетмейкер, но эта цена даже ниже. Ну, вот примерно она образно цена начала торгов, цена выхода на листинг получается. И также у нас на бирже BitGet все то же самое. Вот здесь, вот они эти объемы.
150 миллиардов было продано, ну не продано, проторговано вот в этой вот маленькой свечечке, получается. Кто-то покупал, кто-то продавал. Вот, возможно, здесь маркетмейкеры откупали, а вот на этом пампе где-то они повыходили. Единственное, у нас на бирже Get.io, получается не Get.io, на бирже BitGet есть ордера. Вот он, крупный этот ордер, он немножечко ползет на 91 на покупку, получается, где-то сейчас будет вот 1 400 000 000 токенов откупать. Так что мое предположение, что пампа по токену ZOO не будет, потому что холдеры мы с вами, вот только множество, гигантское количество кошельков, которые по несколько десятков миллионов держат у себя этих токенов. На биржах уже нет такой большого количества монет. Если бы не откупали маркетмейкеры, то это бы все хранилось на биржах. Они бы, допустим, пытались бы выкупить эмиссию 80% токенов, да, 90% токенов, чтобы запампить цену. Мне кажется, все, маркетмейкеры свою работу сделали, разработчики из этого токена вышли, они свои деньги заработали, нас они разгрузились, и теперь можно поздравить с дополнительной, грубо говоря, коллекцией в наших кошельках токена, который укатался в самое дно. И вот такая вот печальная судьба у этого телеграм-бота, такая вот печальная судьба у нас с вами, потому что нас очередной раз кинули. Я бы мог попробовать выйти вот здесь, где-то на верхах, но это даже не моя точка окупаемости была. Я надеялся, что действительно, как в X-Empire сейчас будет пампить, и я хотя бы выйду в ноли где-то, но, к сожалению, не получилось. И теперь в мою коллекцию улетает почти 4,5 миллиона токенов. В скором будущем, я сейчас на стейкинге они у меня стоят, в скором будущем их переведу на кошелек, и они будут храниться у меня вместе с Тома, монеткой Томаркета, и вместе с TAPS, монеткой TAPSwap. Поздравляю, токен ZOO, добро пожаловать в коллекцию помойки. Но обидно и досадно, потому что на нас опять заработали, нас опять кинули в очередной раз. Почему? Блокчейн-тон у нас позволяет делать такое в своей системе, в которой они тем более монополизировали, заставляют всех теперь быть на блокчейне, все тапалки. Почему они разрешают так поступать с комьюнити, со своими пользователями Телеграма и тому подобное? И если мы посмотрим, грубо говоря, точка моей окупаемости находится, примерно вот здесь она, да, точка моей окупаемости, и это должно быть 560% сейчас от данного точки продажи, то есть это 5,5 иксов, да, должен сделать токен, чтобы я хотя бы вышел в безубыток. Это, мне кажется, очень маловероятно. Так что можем не надеяться, не верить, никакого чуда не произойдет. И вот так на моем горьком примере и на примере еще тысяч людей, которые также потеряли свои деньги, не смогли выйти, или бы сейчас выходят в убыток, да, на этом примере смотрите и понимайте, что не нужно заходить в телеграм-боты, не нужно вносить туда донаты, не теряйте свое время, не теряйте деньги, не кормите этих самых разработчиков всех, которые только и думают, как бы высосать с нас последние деньги, чтобы разбогатеть. А мы с вами сидели и смотрели вот на вот эти вот прекрасные графики. Вот такие вот сегодня были печальные мысли по поводу телеграм-бота ZOO. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.